Привет, друзья! Сегодня я расскажу о клоне Arduino Pro Mini 328 от китайской фирмы Logic Green, который называется LGT8F328P в корпусе SOP20. Мы его потестим на примере реализации аппаратной шины SPI для подключения OLED экрана. Мне это дело понадобилось для сборки индикатора поля, а вам может еще для чего-то пригодиться. Ну, например, если кому-то интересно помериться, у кого сильнее телефон излучает, или где в хате проводка в стене. На Алихе плата стоит смешные деньги. Она компактная, в корпусе SOP20, с низким уровнем энергопотребления и с версиями по питанию на 3,3 и 5 вольт. Способна, как потом выяснилось, работать на 32 МГц против 16 у Arduino Pro Mini 328. Некоторые цифровые выходы висят на одних ногах. Ну, таких всего два, поэтому для простых задач такого расклада хватит с головой. Программируется эта штука USB Word переходником, который также легко доступен. Я, как фанат STM, брал версию с поддержкой 3,3 вольта. Если хотите, можете еще провода. Вот где мне понадобилось SPI интерфейс, так это для подключения OLED экрана на контроллере ST7735. 64К цветов также присутствует. Здесь вполне нормальное разрешение 160 на 80 пикселей или текселей, если вы трехмерную сцену рендерите. Интерфейс SPI, питание 3,3-5 вольт. Как интегрировать в среду Arduino IDE? На GitHub заходим по ссылке. Там мы копипастим ссылку на библиотеку для менеджера плат. В Arduino IDE файл настройки, вставляем ссылку вот сюда. Инструменты, плата, менеджер плат. Вбиваем LGT8. Звучит как LGBT. Возможно, они их даже поддержали. Я не знаю, все возможно. Так, она тут одна. Нажимаем установить. В моем случае обновить. Обязательно перезапускаем среду разработки. В инструментах, в платах внизу должна появиться наш клон. У них там куча параметров, из которых нам важно выбрать внутренний кварц, частоту 32 МГц и плату 328P SOP20. Программатор USB ASP. Так, жмем на наш скетч. Загрузка должна выглядеть вот как-то так. С примерами посложнее. Попробуем открыть скетч от Adafruit для дисплеев на ST7735. График тест. В нем берем дефайны с пинами для разных плат и пропишем наши. Их процедуру инициализации закомменчиваем и раскомменчиваем нужную нам для экранов 160 на 80 мини и заливаем. После заливки видим какой-то бред, который, кстати, не из-за нашей платы, а из-за нашего OLED дисплея. Позже ясно станет почему. Так, ладно.
Пробуем включить софтовый SPI. Для этого откоменчиваем Define с пинами тактирования и MOSI и меняем строки создания объекта на тот, где они указаны. Заливается, ну, примерно так же, как и у Arduino. Типа все правильно, начинает работать. Но с какой скоростью? Это же какой-то пипец. В общем, софтовый SPI это хрень. Есть еще одна библиотека, типа стандартная, для аппаратного SPI. Попробуем ее. Ставим наши пины CS, Reset и DC. Не ставлю перемотку, чтобы вы видели, с какой скоростью все заливается. Видим линии на убогом фоне, но так и должно быть. Теперь про мой невообразимо хороший детектор поля. Если вбить в поиске что-то типа детектор поля, то картинок будет туйма. Я взял первую понравившуюся, сохранил и заюзал. Диоды КД514А. Про скетч детектора. Был взят пример с полосочками, который я только что показывал. Библиотека TFT-H. В нем я закомментил рисование линий на убогом фоне и написал свою процедуру. Короче, рисуется слева направо точки в зависимости от уровня сигнала на аналоговом входе А0. Чтобы не очищать экран, перед каждой точкой затираем предыдущую, для чего нам нужен массив из 160 байт. Переменные для контроля времени кадра и усреднений значений тоже там я объявлял. Время кадра точно известно в начале цикла, и в конце цикла мы его, собственно, меряем. Значение с ноги А0 от 0 до 4,095 делим сдвигами на 64, чтобы влезало в наш экран. Затираем предыдущую точку, рисуем текущую, соответствующим по высоте уровнем. Когда дошли до конца экрана, передвигаем позицию на начало. Когда нарисовали 1000 пикселей, вычисляем среднее значение, чтобы его отобразить. Для этого мы затираем предыдущее цветом фона, запоминаем его как текущее и рисуем красивым зеленым цветом. Так, в общем, короче, проливаем в плату. После перепрошивки с линий на убогом фоне на детектор результат не заставил себя ждать. Если потрогать антенну пальцем, то мы увидим что-то типа формы сигнала, который наводится на палец. Частота отрисовки 3000 пикселей в секунду. Короче, у нас получился какой-то осциллограф прямо. Ну, в общем, вывод какой. Плата хорошая, годная. Примерно раза в 2 быстрее обычной Arduino. I2C на ней, кстати, тоже работает. В интернете полно примеров. На этом все. Всем спасибо. Пока.